Вы слышали, что на самом деле нашли на горе Арарат? Это шокирующее открытие потрясло весь мир. Археологические раскопки на горе Арарат, предполагаемом месте, где Ной пережидал всемирный потоп, дали сенсационные результаты. Сегодня я расскажу вам о том, что нашли ученые на горе Арарат и почему это открытие так их взволновало. Араратская аномалия. На горе Арарат были обнаружены следы морской воды, глины и останки морских существ, что подтверждает библейскую легенду о всемирном потопе, во время которого Бог наказал человечество, погрязшее в грехах. Согласно этому преданию, праведник Ной построил ковчег и спасся на нем вместе с семьей и животными, взяв по паре каждого вида. Об этих находках сообщили ученые из 3 турецких университетов, которые проводят раскопки в районе так называемой Араратской аномалии. Истории об открытии этого места разнятся. Турецкие источники утверждают, что на аномалию еще в 1959 указал картограф-эксперт капитан Дурупинар. В свою очередь, ЦРУ, опубликовав свои снимки в 1995-м, заявила, что они были сделаны с разведывательного самолета в 1949-м. Это место неоднократно фотографировали с орбиты, как американцы, так и европейцы. Однако даже очень четкие снимки, сделанные в 2003-м с помощью спутника QuickBird с разрешением до 2 футов, не позволили прийти к однозначным выводам. Араратская аномалия может быть остатками Ноева ковчега, превратившимися в окаменелость. Аномалия напоминает по форме большую лодку и находится на юго-западной стороне горы Арарат, на высоте около 14,5 тысяч футов, примерно в 6,5 тысячах футов к западу от вершины. Согласно библейским описаниям, ковчег имел длину около 590 футов и ширину 88 футов. Соотношение длины и ширины составляло 6 к 1. Эти пропорции совпадают с теми, что были зафиксированы на спутниковых снимках аномалии. В 2022 турецкие ученые собрали несколько десятков образцов в районе аномалии, которые, по их мнению, находились вблизи Ноева ковчега. Они утверждают, что эти образцы содержат морские и глинистые материалы, а также остатки морских организмов, возраст которых оценивается примерно в 5500 лет. Ученые-энтузиасты выдвигают гипотезу, что поднявшаяся морская вода, достигшая высоты 14,5 тысяч футов, может служить доказательством реальности всемирного потопа. Это, в свою очередь, подтверждает правдоподобность других сведений из Библии о всемирном потопе, что делает теорию об Араратской аномалии вполне возможной. Гипотезу поддерживает и мнение ученого Порчера Тейлора, профессора Ричмондского университета. В 2001 он сообщил в интервью «Комсомольской правде», что в 1955 французский промышленник и исследователь Фернан Наварро нашел окаменевший кусок дерева, обработанный человеческими руками, всего в нескольких метрах от Араратской аномалии. Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Араратская аномалия — это не единственная находка на знаменитой горе. Доски из дерева гофер. Тайна Ноева ковчега привлекает внимание человечества уже многие века. Еще Марко Поло утверждал, что ковчег Ноя покоится на вершине горы Арарат, не поврежденный временем. Однако долгое время считалось, что гора неприступна из-за вечных снегов, хотя некоторые утверждали, что им удалось увидеть и даже прикоснуться к остаткам корабля, сняв с его бортов кусочки смолы. А другие рассказывали, что получили частицы ковчега от ангелов. Исследования ковчега всерьез начались в 19 веке. По Туркманчайскому договору, подписанному с участием Грибоедова, северный склон Арарата перешел в состав Российской империи. Восхождение на гору было крайне опасным из-за сложной политической ситуации, однако в 1829-м российский ученый немецкого происхождения Фридрих Паррот смог подняться на вершину Арарата. Он обнаружил на высоте большой ровный участок, который мог бы быть местом стоянки ковчега. В 1878-м англичанин Джеймс Брюс, депутат парламента, поднялся на вершину горы в одиночку. Он нашел там кусок дерева длиной 4 фута и толщиной 5 дюймов с явными следами обработки инструментами. Через 5 лет американская газета Chicago Tribune опубликовала информацию о сенсационном открытии, сделанном турецкой экспедицией. Метеорологи якобы обнаружили структуру большого корабля, выступающую из ледника. Доски, темно-коричневые и смолистые, были схожи с теми, что описывались как древесина гофер, из которой, согласно Библии, Ной построил свой ковчег. Однако, несмотря на сенсацию, никто так и не смог спуститься с горы с фрагментами или даже с частью найденного объекта. Древняя деревянная конструкция. Недавно группа китайско-турецких ученых сделала сенсационное заявление о своей находке на горе Арарат в Турции. По их словам, на высоте 12 тысяч футов была обнаружена древняя деревянная конструкция, возраст которой составляет около 4800 лет. Исследователи уверены, что массивные деревянные балки не могли быть подняты на такую высоту вручную.
Они предполагают, что на вершине горы сохранились части древнего корабля, которые были зафиксированы льдами. Команда исследователей из организации Noah's Ark Ministries International провела пресс-конференцию в Гонконге, на которой поделилась результатами своей работы. По данным экспедиции, на Арарате были найдены крупные деревянные балки длиной до 66 футов, покрытые льдом. Ученые подчеркивают, что построить такие сооружения на такой высоте невозможно, а отсутствие в этом месте других артефактов, таких как керамика или следы древних поселений, исключает возможность человеческого проживания в этой области. Древние артефакты и вулканическое происхождение. Арарат представляет собой величественный горный массив протяженностью 80 миль. Он находится на границе между Ираном и Арменией, однако основная часть с двумя снежными вершинами располагается на территории Турции. Высота горы достигает 17 тысяч футов над уровнем моря или 14 320 футов от подножия до самой вершины. Однако назвать Арарат обычной горой можно лишь условно. На самом деле это два спящих вулкана, которые слились в одно основание. Последнее извержение произошло летом 1840 года, но ученые предупреждают, что вулканическая активность в этом районе может возобновиться в любой момент, угрожая соседним населенным пунктам. Причиной таких явлений является взаимодействие тектонических плит. Эгейская плита движется на восток, а евразийская — на запад. Их столкновение вызывает трение и приводит к образованию трещин, по которым поднимается магма. Исследования археологов свидетельствуют, что извержения Арарата происходили еще в 3-м тысячелетии до нашей эры, когда и сформировался сам горный массив. Об этом говорят найденные артефакты и человеческие останки, относящиеся к периоду раннего бронзового века. Легенда о Ноевом ковчеге. Эта гора у самих армян и живущих рядом народов имеет другие названия. Арарат – название, данное уже позже, в каком-то смысле навязанное. Интересно, что для самих армян Арарат когда-то был как бы запретным местом, попытки подняться на вершину Арарата считались нарушением самых важных заповедей. Самой старой и основной легендой о восхождении на Арарат можно считать рассказ о святом Якове, который на гору так и не поднялся. Согласно легенде, это был монах, который очень хотел добраться до ковчега и трижды пытался это сделать. Но в итоге он всякий раз засыпал по дороге, а просыпался снова внизу. Легенда гласит, что сам Ноев ковчег в ясную погоду был отлично виден. Яков видел его и не прекращал попытки. Однажды во сне ему явился ангел и сообщил, что Бог запретил смертным касаться ковчега. Но за упорство вознаградил, подарил кусок дерева, из которого был построен корабль Ноя. В селе Ахури, построенном на месте, где якобы изначально поселился Ной, затем появилась церковь святого Якова. Говорят, там находился тот самый кусок дерева, переданный Якову ангелом. Считается, что именно здесь, в этом селе, Ной посадил первый виноградник и прожил какое-то время. Потом он ушел отсюда и поселился в новом месте, которое получило название Нахичевань. Такой город недалеко от Арарата есть и сейчас, и там вполне уверены в древности этого места и его связи с Ноем. А вот село Ахури и церковь святого Якова, которая находилась выше на горе, посмотреть возможности нет. Их уничтожило землетрясение в 1840-м. Вернее, уничтожил их сход лавины, ставший результатом землетрясения. Деревня практически со всеми жителями была похоронена под этой лавой. Исчезла и сама долина, где, по преданию, Ной посадил первый виноградник. Все превратилось в каменную пустыню. Экспедиции к вершине Арарата. Деревня Ахури стала также известна благодаря тому, что именно отсюда в 1829-м стартовала первая успешная экспедиция на Арарат. Профессор Фридрих Парет вместе со своими студентами стал первым, кто официально поднялся на вершину Большого Арарата. Однако они не искали Ноев ковчег, а занимались метеорологическими измерениями и изучением местной флоры. Тем не менее, в 1845-м другой немецкий ученый Герман Абех снова покорил Арарат. В его экспедиции был один из армян, Хачатур Абовян, который ранее также участвовал в восхождении с Парротом. Хачатур Абовян – это легендарная фигура в истории Армении. Благодаря Парроту, который взял его с собой как переводчика, знавшего русский язык, молодой Абовян получил образование в Европе, а позже вернулся в свою страну. Он стал выдающимся ученым и полиглотом, знал 8 языков и вел личную переписку с известными немецкими писателями, такими как Шиллер и Гёте. Абовян поднимался на Арарат трижды: в 1829 году с Парротом, в 1845 году с Германом Абихом и в 1846 году в составе экспедиции английского ученого Данби Симура. Попытки найти Ноев ковчег. В 1905 году писатель Чарльз Берлиц рассказал о разговоре с армянином Георгием Хагапьяном, который в детстве поднимался на Арарат со своим дедушкой и якобы видел Ноев ковчег.
Хагапян утверждал, что побывал на верхней палубе корабля, где наблюдал множество окон. Ковчег, по его словам, был очень большим и прочным. Это описание вполне могло быть связано с так называемым знанием предмет, поскольку в Библии говорится, что ковчег был построен из дерева гофер, которое идеально подходило для кораблестроения. Такие подробности могли быть просто попыткой убедить других в реальности этого открытия. В 1939 в одном американском журнале было опубликовано интервью с бывшим летчиком российской царской армии Владимиром Росковицким, который утверждал, что в 1916 во время разведывательного полета он обнаружил ковчег. Он рассказал, что по указанию царя Николая II была отправлена экспедиция из 150 человек, которая нашла корабль на Арарате. Росковицкий описал ковчег как огромную баржу, напоминающую товарный вагон с множеством комнат внутри, некоторые из которых были затянуты металлической сеткой. Такое описание также можно объяснить знанием предмета. Возможно, сетка использовалась для того, чтобы содержать мелких животных или птиц, что вполне логично для ковчега. Когда Арарат стал территорией Турции в 1921 активные восхождения на его вершину прекратились. Однако после Второй мировой войны в 50-х годах поиски ковчега возобновились, и именно американец Аарон Смит стал одним из тех, кто популяризировал эту тему. Смит был специалистом по истории всемирного потопа и отправился на Арарат с целью найти следы Ноева ковчега. Хотя ничего найдено не было, Смит написал книгу, в которой выразил уверенность, что именно Арарат является той горой, к которой причалил Ной. Это привлекло большое внимание к теме ковчега и сделало поиски на Арарате еще более популярными, вдохновив многих на подобные экспедиции и публикации. Ноев ковчег. Это судно, которое, согласно Библии, Ной построил по повелению Бога для спасения своей семьи и всех животных от потопа. Исходя из библейского рассказа, в те времена человечество переживало нравственное падение. И Бог решил уничтожить все живое на земле, оставив лишь Ноя и его близких. Ной построил ковчег и пригласил в него свою семью, жену, сыновей и их жен, а также по 7 особей чистых животных и по 2 особи нечистых. Ковчег был заполнен пищей для людей и животных, и после того, как он был затворен Богом, на землю хлынули дожди. Потоп длился 40 дней и ночей, затопив даже самые высокие горы. Когда дожди прекратились, ковчег не продолжал плавание, а встал на Араратских горах. Ной сначала выпустил ворона, чтобы проверить, нет ли на земле суши, но ворон не нашел ее и вернулся. Затем Ной выпустил голубя, который тоже не нашел суши, и вернулся в ковчег. После еще 7 дней Ной вновь выпустил голубя, и тот вернулся с листком оливы в клюве, что стало знаком того, что вода отступила. Через следующие 7 дней снова выпущенный голубь уже не вернулся, что означало, что земля высохла. Бог велел Ною и его семье выйти из ковчега, а затем на сушу вышли все животные. Затем Бог благословил Ноя и его сыновей, сказав им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Сыновья Ноя стали основателями народов, и вся земля была заселена их потомками. Главная тайна Ноева ковчега. Недавнее сенсационное заявление иранских исследователей, ставших авторами нового подхода в поисках Ноева ковчега, поднимало интерес к точному местоположению этого библейского судна. Они утверждают, что ковчег может находиться не на горе Арарат, как это принято считать, а на другом месте, что вызывает серьезное переосмысление традиционных теорий. Иранские ученые подчеркивают, что в самой Библии не указано точное место, где ковчег причалил, а лишь сказано, что он остановился в горах Араратских, что не дает четких географических ориентиров. Это открывает возможность для альтернативных трактовок. Одной из них является предположение, что под Араратскими горами авторы Библии могли иметь в виду территорию древнего Урарту, существовавшего на территории современной Армении, Восточной Турции и северо-западного Ирана, а не конкретно Арарат, который находится в Турции. Иранские исследователи утверждают, что из Месопотамии, как указано в Библии, потомки Ноя не могли бы легко попасть в эту область, так как на их пути лежали бы непроходимые горные хребты. Напротив, наиболее логичным путем был бы путь по реке Ефрат, что, по мнению ученых, противоречит библейскому описанию. Поэтому они полагают, что Ной и его семья могли оказаться в более доступной части региона, на территории, соответствующей современному северо-западу Ирана. Археологи, изучающие этот вопрос, обращают внимание на гору Тахте-Салейман, потухший вулкан, на вершине которого были найдены остатки окаменевшей древесины, размеры которой совпадают с библейским описанием Ноева ковчега. Однако ученые с осторожностью подходят к заключениям, подчеркивая, что все еще остается много неопределенностей, например, что именно представляет собой дерево гофер, из которого был построен ковчег, хотя теория о нахождении Ноева ковчега в Иране пока не подтверждена. Она предлагает новый взгляд на этот древний миф и может стать основой для дальнейших археологических и исторических исследований. Научные споры.
Критики теории иранских ученых высказывают сомнения относительно предложенной трактовки местоположения Ноева ковчега и подчеркивают ряд существенных неточностей. Одним из основных аргументов против является то, что гора Тахте-Салейман, которая предложена как возможное место остановки ковчега, не входила в состав древнего государства Урарту. Религиовед Илья Вивюрко отмечает, что важно учитывать контекст библейского рассказа о потопе, в котором упоминается, что Ной пристал к месту, которое первым показалось из-под воды. Это важная деталь, поскольку гора Арарат, будучи самой высокой в регионе, логично подходит под это описание. Традиция связывать ковчег с Араратом насчитывает не меньше 2000 лет. Уже в первом веке нашей эры иудейский историк Иосиф Флавий писал, что эта гора находилась в Армении, и с тех пор представление о ней как о месте, где остановился ковчег, стало широко распространенным. Однако эта теория не является универсальной. В исламе, например, в Коране приводится другая версия. В отличие от Библии, где ковчег останавливается в горах Араратских, в Коране указывается, что ковчег пришвартовался к горе Аль-Джуди. Мусульманские богословы и исследователи утверждают, что данное место может быть расположено в ближневосточном регионе, включая Северный Кавказ и Чечню, где недавно заявляли о находке окаменелых остатков судна. Эти альтернативные теории добавляют еще один слой сложности в дискуссию о местоположении Ноева ковчега и свидетельствуют о многогранности восприятия этой исторической загадки. Заключение. Таким образом, вопрос о точном месте, где Ной пережил потоп, остается открытым, и существующие теории продолжают вызывать споры среди ученых и религиозных деятелей, что только подогревает интерес к этой древней истории. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. До новых встреч!